Добрый день! Мы начинаем серию уроков по AES-SQL. Она будет состоять из нескольких частей, так как тема достаточно обширная. Введение. После того, как мы научились устанавливать Firebird на разные операционные системы, пришло время изучить его штатный инструмент для работы с базами данных – утилиту AES-SQL. AES-SQL является утилитой, работающей в командной строке, и хотя существует много различных графических программ, уметь пользоваться AES-SQL нужно всем. У AES-SQL есть ряд преимуществ перед графическими программами. Например, AES-SQL будет работать на любом сервере с Firebird, причем работать она будет одинаково, как на Windows, так и на Linux. AES-SQL незаменима там, где нет возможности установить графические утилиты, например, из-за ограничений безопасности. Также AES-SQL может использоваться как инструмент для автоматизации, например, для запуска запросов и скриптов. Начнем изучение AES-SQL с работы в интерактивном режиме, то есть мы подключаемся к базе данных с помощью AES-SQL, вводим запросы и получаем их результат. Для лучшей демонстрации работы AES-SQL мы будем использовать следующую схему из трех виртуальных машин. VarmLamp SQL – клиентский компьютер, с которого будем подключаться к серверам СУБД. WinServer FB – сервер СУБД под управлением операционной системы Windows. Linux Server FB – сервер СУБД под управлением операционной системы Linux. На всех серверах СУБД есть база employee.fdb, она будет использоваться для подключения. На компьютере VarmLamp SQL есть только клиентские утилиты для подключения. Про то, как установить только клиентские утилиты на операционную систему Windows, можно посмотреть в отдельном видео на нашем канале. Использование алиасов. Ранее в уроках по установке Firebird мы рассматривали механизм алиасов или псевдонимов, который создан для удобства администрирования и сокрытия пути к файлу базы данных. Можно переносить или заменять файлы базы данных на сервере без необходимости менять строку подключения у всех клиентов. Механизм алиасов на самом деле не дает полностью скрыть путь к файлу базы, так как можно выполнить запрос к таблице мониторинга, который покажет путь к базе данных. Для добавления новых алиасов нужно редактировать файл database.conf или aliases.conf для версии Firebird 2.5 и ниже. В формате псевдоним равно путь к базе данных. В качестве примера можно использовать алиас базы employee.fdb, он добавлен по умолчанию. Сделаем небольшую подготовку на сервере СУБД WinServer FB. Перенесем файл базы данных employee.fdb в корень каталога установки Firebird для удобства использования и исправим алиас этой базы данных с учетом нового размещения. Откроем файл database.conf и исправим пути к базе данных employee.fdb. Их два, с расширением и без. Каталог указан с помощью макрокоманд dir sampledb, который указывает на папку с примерами examples/empbuild. Откроем файл firebird.conf, в нем можно увидеть примеры макрокоманд. Заменим макрокоманду dir sampledb на root. Не обязательно указывать путь с помощью макрокоманд, просто мы решили немного коснуться этой темы. Теперь база employee.fdb доступна для подключения либо по алиасу, либо по полному пути. Диск C Firebird 5.0 employee.fdb. Проведем аналогичную подготовку на сервере Linux Server FB. Командой mv переносим базу данных. Проверяем права на перенесенную базу командой ls с ключом lhf. Они должны быть у пользователя Firebird. Исправляем алиасы командой nano. Теперь база данных employee.fdb доступна для подключения либо по алиасу, либо по полному пути. Данные приготовления не обязательны, но избавят нас от длинных путей к базе данных и повысят читаемость в консоли. Важно помнить, переносить таким образом базы данных можно только когда нет никаких активных подключений, а в идеале служба Firebird не запущена. В отдельном видео мы коснемся этой темы, а пока просто запомните, что такое копирование следует проводить с осторожностью. Запуск AES-SQL. Как запустить AES-SQL?
Если вы смотрели наши видеоуроки по установке Firebird, то вы знаете, что по умолчанию Firebird будет установлен либо в папку Firebird в каталоге Program Files, если вы работаете на операционной системе Windows, либо в папку Firebird каталога OPT. Утилита ICQL в таком случае будет либо в каталоге инстанса, либо в каталоге bin. Если используется нестандартная установка, то проще будет проверить, откуда запускается служба Firebird, и уже там искать ISQL. При установке на Linux из репозиториев утилиты могут быть в папке bin каталога USR. Также есть вариант, что ICQL может быть переименована в ICQL-FB. Также на операционной системе Windows ISQL можно запустить из меню «Пуск». Для удобства запуска ICQL путь к ней можно добавить в переменной среды path. Это освободит нас от постоянного прописывания полного пути к утилите. В Windows выбираем свойства компьютера, дополнительные параметры системы, переменные среды, системные переменные и добавим наш путь к каталогу ICQL. Теперь ICQL можно вызывать сразу из командной строки. Причем это касается не только ICQL, но и прочих утилит Firebird. Важно учитывать то, что если вы используете на одном компьютере разные версии Firebird, то надо быть аккуратным с добавлением пути в path. Учитывать, что системные переменные доступны для всех пользователей. В некоторых моментах лучше использовать переменные конкретного пользователя. В Linux добавляем строку path с путем к папке bin, файл bash rc того пользователя, под которым будет запускаться ICQL. Запустим ICQL в операционной системе Linux. Утилита встречает нас приветствием Use Connect or Create Database to specify a database. Нам предлагает подключиться или создать новую базу данных. Все команды и запросы в ICQL заканчиваются символом .запятой, поэтому можно делить длинные запросы переносами строки нажатием Enter. В этом случае вместо строки приветствия ICQL будет con. Путь к базе данных, имя пользователя и пароль желательно указывать в кавычках. Причем, начиная с версии Firebird 3.0, имя пользователя в двойных кавычках являются зависимыми от регистра. Также надо учитывать, что Linux – регистрозависимая операционная система, и все пути к базам нужно вводить с учетом регистра, в том числе и пути алиасов. Подключение к базе данных. Firebird поддерживает два протокола подключения в системах POSIX и 4 в Windows. Embedded подключение. Embedded подключение доступно на всех платформах и позволяет подключиться к базе, которая находится на этом же компьютере, если она ранее не была открыта с ОБД, с архитектурой Super или другим способом, использующий эксклюзивную блокировку файла базы данных. Для подключения не потребуется аутентификация, поэтому пароль можно не указывать. Адрес сервера также не указывается. Для работы такого подключения не обязательно должна быть запущена служба СУБД Firebird. Не стоит воспринимать Embedded подключение как вариант работы файловой СУБД. Firebird даже в варианте подключения Embedded остается клиент серверной СУБД. Embedded подключение в первую очередь используется для встраиваемых систем или приложений. Рассмотрим Embedded подключение на примере подключения в операционной системе Windows на сервере СУБД WinServer-FB. Запустим ICQL. Для подключения используем следующую команду Connect. Выведем данные о сервере командой showVersion. Командой setList сменим формат вывода запроса. Эту команду рассмотрим подробнее позже. Выведем данные о подключении запросом к специальной таблице мониторинга. Так как это прямое подключение, то в столбце Remote Protocol пустое значение. Имя пользователя не обязательно явно указывать, в таком случае будет взят текущий пользователь из операционной системы. Переподключимся к базе данных без указания имени пользователя. Теперь видно, что имя пользователя совпадает с именем пользователя операционной системы. Пробуем подключиться еще раз в отдельном окне и получим ошибку.
Это связано с тем, что мы пытаемся открыть повторно файл базы данных, который уже открыт процессом с эксклюзивным доступом, так как в файле firebird.conf указан режим сервера суперсервер. Рассмотрим embedded подключение на примере подключения в операционной системе Linux. Подключаемся по SSH серверу Linux сервер FB. Запускаем ICQL. Подключаемся к команде connect. Все аналогично, как было в системе Windows, только если в Linux явно не указать имя пользователя, а ICQL запускать с правами root, подключение к базе данных будет под пользователем sysdba. В Windows также можно настроить такое же поведение, но по умолчанию оно есть только в системах Linux и Unix. Тема работы с embedded подключением очень большая и лучше ее рассмотреть отдельно. Но есть ряд важных нюансов, которые нужно учесть. Первое. Пользователь операционной системы, под которым запускается приложение для подключения к базе данных, в нашем случае ICQL, должен иметь права на чтение и запись файл базы данных и каталоги для временных файлов самой SUBD Firebird. Второе. Если при первом подключении к базе данных явно не указать адрес сервера, то embedded подключение будет в режиме сервера суперсервер и заблокирует файл базы данных для остальных подключений. Это является частой ошибкой при переходе с версии 2.5 и ниже или при переходе с операционной системы Windows на Linux. Windows, если явно не указать адрес сервера, то при невозможности использовать embedded подключение, клиент автоматически поменяет подключение на XNet. О нем расскажем позже. Третье. Последнее и самое важное. Приложение для подключения к базе данных должно иметь такую же разрядность, что и сервер SUBD. Этот момент часто забывают, так как в остальных протоколах требуется только совпадение разрядности FB-клиент и приложения, а разрядность сервера SUBD не имеет значения. Подключение по TCP/IP. TCP/IP протокол служит для подключения клиентов к серверам на всех платформах, включая соединение с локальным сервером, то есть сервер SUBD и приложение находятся на одном сервере. Команда подключения для базы данных, находящейся на сервере SUBD с операционной системы Windows, будет иметь следующий вид. Мы подключились из операционной системы Windows к базе данных на сервере с операционной системой Windows. Это видно по команде showVersion и результатам запроса к таблице мониторинга. По выводу запроса видно, что подключение использует протокол TCP версии 4 и подключается к базе данных с компьютера с IP-адресом 192.168.5.100 и именем warm lamp SQL версии клиента 5.0, а также виден путь к базе данных, он будет таким даже при использовании алиаса. Для подключения к базе данных, находящейся на сервере SUBD с операционной системой Linux, команда подключения будет выглядеть иначе. По команде showVersion и результатам запроса к таблице мониторинга видно, что подключение также использует протокол TCP 4 версии и подключается к базе с компьютера с IP 192.168.5.100 и именем warm lamp SQL версии клиента 5.0. В строке подключения WinServer FB и Linux Server FB это имена серверов SUBD, на которых находится база данных. Имя сервера можно заменить на IP-адрес сервера, а полный путь к базе ее алиасом. Строки подключения с учетом замены имен серверов на IP и полных путей на алиасы будет выглядеть так. Для подключения к базам данных, находящихся на том же сервере, откуда запускается программа для подключения, нужно вместо имени сервера указывать localhost или IP-адреса 127.0.0.1 в IP4 версии или 2.1 в IP6 версии. Перейдем на сервер WinServer FB и подключимся локально по TCP/IP. Используем команду для подключения Connect. По команде showVersion и результатам запроса к таблице мониторинга видно, что подключение использует протокол TCP 6 версии и подключается к базе с компьютера с IP-адресом 6 версии 2.1 и именем WinServer FB, то есть на котором находится база.
Подключимся по SSH к серверу Linux Server FB и подключимся локально к базе данных командой Connect. По команде showVersion и результатам запроса к таблице мониторинга видно, что подключение использует протокол TCP 4 версии и подключается к базе с компьютера с IP 192.0.0.1 и именем Linux Server FB, то есть на котором находится база. Это является более предпочтительным вариантом подключения к локальной базе данных, чем описанное в самом начале Embedded подключение. Команда подключения по TCP/IP строится подобным образом, где хост – это имя сервера или его IP-адрес, файл path db алиас, полный путь к базе данных или ее алиас, порт подключения по умолчанию 3050, сервис – определение службы в сервис-файле операционной системы. По умолчанию записей относительно Firebird нет, поэтому их нужно сделать самостоятельно. Мы заранее добавили запись Firebird 3050/TCP решетка Firebird. Обычно все пользуются указанием порта, а не службы. Покажем на примере, как будет выглядеть строка подключения с указанием порта или сервиса. Подключимся с указанием сервиса Firebird команды Connect. Подключимся с указанием порта 3050. XNet подключение. В операционной системе Windows при подключении к локальному серверу может использоваться подключение по протоколу XNet. Он использует путь к файлу базы данных без имени сервера. Но это не вариант Embedded. В случае, если клиент не может подключиться без указания имени сервера, как Embedded, то он будет пытаться подключиться с использованием протокола XNet. Очень часто ошибка при переходе с версии 2.5 попытаться подключиться к базе на локальном сервере без указания имени сервера localhost или IP-адреса 127.0.0.1 или 1. В 2.5 это позволяло подключиться по XNet, а начиная с третьей версии этот способ подразумевает подключение Embedded. Лучше избегать таких ситуаций и использовать URL-подобный синтаксис. VNet подключение. Кроме подключения по TCP/IP и XNet, в Windows есть вариант подключения по Named Pipes, но мы его рассматривать не будем, так как он крайне редко используется и начиная с версии Firebird 5 удален. Подключение по Named Files выглядит как host file path db alias, то есть похоже на попытку подключиться к базе через общий доступ. Это не так, просто такой синтаксис. URL подобный синтаксис. Начиная с Firebird версии 3.0 можно использовать унифицированный URL подобный синтаксис для спецификации удаленного сервера. В этом синтаксисе первая часть указывает имя протокола, затем имя хоста или IP-адрес, номер порта и путь к основному файлу базы данных или алиас, где протокол – это протокол подключения, хост – имя сервера или его IP-адрес, порт подключения по умолчанию 3050, сервис – определение службы, сервис-файле операционной системы, файл path db alias, полный путь к базе данных или ее алиас. В качестве протокола можно использовать следующие значения. INET – это TCP/IP. Сначала пытается подключиться по протоколу 6 версии. Если не получается, то подключается по IP 4 версии. Подключимся к базе данных на сервере WinServer FB, используя протокол INET с компьютера Warm Lamp SQL команды Connect. В выводе запроса к таблице мониторинга видно, что мы подключились по протоколу TCP 4 версии с компьютера Warm Lamp SQL. INET 4. Подключение по TCP/IP 4 версии. Подключимся к базе данных на сервере WinServer FB и используя протокол INET 4 с компьютера Warm Lamp SQL команды Connect. В выводе запроса к таблице мониторинга видно, что мы подключились по протоколу TCP 4 версии с компьютера Warm Lamp SQL. INET 6. Подключение по TCP/IP 6 версии. Подключимся к базе данных на сервере WinServer FB, используя протокол INET 6 с компьютера Warm Lamp SQL.
В выводе запроса в таблице мониторинга видно, что мы подключились по протоколу TCP 6 версии с компьютера Warm Lamp SQL. VNet – подключение по NetBU или Named Papes протокол. Удален Firebird версии 5.0. Мы рассматривать не будем. XNet – подключение по локальному протоколу XNet для Windows. Не требует указания хост, порт или сервис. База находится на этом же сервере, с которого подключаемся к базе данных. Перейдем на сервер WinServer.FB, подключимся к базе данных на сервере WinServer.FB, используя протокол XNet, находясь на этом же сервере командой Connect. В выводе запроса видно, что мы подключились по протоколу XNet, удаленный IP отсутствует, так как мы подключились к локальной базе данных, находящейся на этом же сервере. Отключение от базы данных. Для отключения от базы данных служат две команды Exit и Quit. При отключении команды Exit применяются изменения, происходит commit. При отключении команды Quit изменения отменяются, происходит rollback, отмена всех неподтвержденных транзакций. Переменные среды. При подключении мы везде использовали имя пользователя и пароль, что не всегда является удобным и тем более безопасным, ведь данные пользователя могут подсмотреть. Для того, чтобы не вводить пароль, можно воспользоваться переменными среды ASC_user и ASC_password. Для этого в системе Windows нужно перед использованием iSQL ввести переменные командой set. Это даст возможность не вводить имя и пароль учетной записи в рамках запущенной командой строки. Подключаемся к базе данных на сервере WinServer.FB без явного указания имени пользователя и пароля командой Connect. После подключения видно, что мы подключились пользователем SysDBA. Для постоянного использования переменных сред нужно ввести их в настройки системы. Дополнительные параметры системы, переменные среды пользователя. Добавляем переменные ASC_user и ASC_password. Для системы Linux используйте команды export. Для постоянного использования переменных сред нужно их указать в bash rc. Спасибо вам за просмотр видео. Обязательно подписывайтесь, чтобы следить за обновлениями. Оставляйте комментарии, если хотите что-то добавить, узнать какую-то новую тему. Ставьте ваши реакции в виде лайков или дизлайков. Если у вас есть что-то добавить, пишите в комментариях, а также указывайте свои вопросы. Также можете указать, какие темы вас интересуют, которые нужно рассмотреть подробнее. Всем спасибо и до следующего видео.